Приветствую вас на канале Техревизор. Чем отличается выбор смартфона курильщиком от выбора смартфона здоровым человеком? Путь здорового человека выглядит так: изучение рынка, предложений конкретного бренда, анализ отзывов реальных владельцев, возможно, первичное знакомство со смартфоном лично, затем отбор возможных кандидатов во владение, подробное изучение обзоров, мнение экспертов и ура, смартфон подобран, все счастливы. Курильщик же просто зайдет в какой-нибудь ДНС, спросит у консультанта, выслушает эпопею и купит абы было. Так вот, чтобы упростить жизнь здоровым людям, я подготовил большой рейтинг из 10 лучших смартфонов Xiaomi на 2024 год, отобранных по строгим критериям. В топ попали смартфоны под разный кошелек и потребности, от бюджетного телефона в качестве рабочего и до флагмана со всеми наворотами и последними технологиями. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На последние ступеньки рейтинга я решил поставить пару моделей из бюджетной категории. Начнем с модели Xiaomi Redmi A3. Это новинка 2024 года, которая бьет все рекорды по доступности. Дешевле уже сложно придумать. Но цена от 7000 рублей, сами подумайте. В нем первое, что привлекает внимание – дизайн. С виду и не скажешь, что этот смартфон такой дешевый. Лаконичный стиль, крупный блок камер, интересные цвета можно использовать и без чехла, не стыдясь показать друзьям. Хотя, конечно, как только берешь его в руки, все становится на свои места. В круг пластиковый корпус и толстые рамки дисплея. Но за такие деньги, я считаю, простительно. Сам вот этот массивный круг на задней крышке – ничего более чем муляж. Внутри только основной модуль на 8 мегапикселей и вспышка. Спереди фронтальная на скромные 5 мегапикселей. Снимает все это добро в Full HD без каких-либо дополнительных фишек вроде стабилизации и режимов AI. Чем-то даже напомнило смартфоны десятилетней давности. Но для повседневных задач вроде фотографирования документов или заметок вполне хватает. Начинка тоже простая в доску. Процессор Helio G36 на старой платформе с 8 слабыми ядрами. Приправляется все двумя вариантами памяти – 364 или 4128. Вариант с 3 гигабайтами оперативы лучше пропустить мимо и смотреть только на 4. Такое железо еще более-менее дает смартфону справляться с базовыми задачами вроде мессенджеров, ютуба и простых 2D игр. А вот батарея – сильная сторона любого бюджетника, в том числе этого Redmi A3. Аккумулятор на 5000 мАч держится на одном заряде 2, а то и 3 дня. Заряжается только порядка 2,5 часов. На 9-м месте рейтинга Xiaomi Poco C65. Еще один ультрабюджетный смартфон. Можно взять то ли себе в качестве второго, то ли ребенку, то ли пожилым родителям. Но тут, доплатив процентов 20-30 от стоимости предыдущего Redmi A3, можно получить смартфон слегка поинтереснее по параметрам. Конечно, особым дизайном он не выделяется, но в основном берет своей начинкой примерно за 10 тысяч рублей. Так, тут стоит такой же базовый экран с HD+ разрешением и простой IPS-матрицей. И диагональ тоже здоровая, на 6,7 дюйма. В целом ничего страшного сказать про экран не могу. Да, на такую диагональ разрешение маловато, на близком расстоянии видны пиксели, но на нем все равно можно смотреть фильмы, листать шорты, переписываться в соцсетях и решать рабочие моменты. И ничего с глазами не будет, не устанут, не будут рябить или вызывать головокружение. А вот процессор поставили мощнее, Helio G85. Конечно, тоже не самый современный и производительный, но вместе с памятью на 6 128 ГБ или 8 256 смотрится очень приятно. Приложение загружает быстро, не зависает, все рутинные процессы плавные. Также тут поработали над камерами. Теперь за основным объективом стоит 50-мегапиксельная матрица, а за фронтальным 8-мегапиксельная. Снимает также в Full HD, но с сильно лучшей детализацией и цветопередачей. Неизменной осталась только автономность. Батарейка на 5000 мАч также творит чудеса и выдерживает смартфон около 2 дней. А вот на блок питания помощнее Xiaomi все-таки поскупились и положили 10-ваттный. Хотя при желании можно заряжать смарт и 18-ваттным, чтобы сэкономить лишний час. А вот кандидат из сегмента подороже – Xiaomi Poco M6 Pro. Вообще производитель позиционирует его как бюджетный геймерский смартфон, но процессор Helio G99, пусть даже ультра, как-то в натяжку дает назвать этот смарт игровым.
Хотя, например, для школьника-подростка еще можно рассмотреть. При том, что Poco M6 Pro хорошо подойдет и просто для повседневной жизни обычного рабочего человека. Но тут, конечно, начинка все же поинтереснее. Все начинается с Flow AMOLED экрана. Первое слово, в принципе, можно упустить. Нам важно, что тут именно AMOLED, который дает максимальную контрастность и яркость дисплею. И плюс к тому на экран в 6,7 дюйма растянули Full HD+ разрешение. По итогу получается просто отличный дисплей как для бюджетного сегмента, с точной цветопередачей, сочными цветами и повышенной детализацией. Еще и на 120 Гц, так что картинка на этом смартфоне, конечно, на несколько голов выше, чем у прошлого Poco C65. Процессор тут не самый лютый зверь, но в таком ценовом сегменте только его и втыкают. Все-таки современные игры через силу, через боль, но тянет, по большей части на средних настройках графики. А тут еще и память поприличнее можно выбрать, на 6 128 или 8 256 гигабайт. Ну и в целом выходит довольно шустрый недорогой смарт, который в ежедневных процессах не тупит и быстро загружает все приложения. И камеры тут другого уровня, с Poco C65 не сравнятся. Основной модуль на 64 мегапикселя, фронталка на 16, есть даже ширик на 8 и макро на 2. Но пара последних не слишком радует качеством снимков. А вот основной выдает хорошие снимки с более-менее натуральной цветопередачей и без смазывания, благодаря оптической стабилизации. На 7-м месте топа стоит Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Я бы назвал его практически аналогом прошлого Poco, за исключением нескольких моментов. Они даже внешне схожи, поэтому если Poco M6 Pro чем-то вам не угодил, можете посмотреть на этот Note 13 Pro. Здесь плюс-минус за те же деньги вы получаете немного больше плюшек, например, камера. Все отличие заключается в основном объективе с увеличенным до 200 мегапикселей разрешением. Но по большей части даже не в мегапикселях дело, а в том, что Redmi гораздо лучше снимает при недостаточном освещении. То есть если прошлый Poco, как и большинство бюджетников, показывает хорошие снимки в дневное время при достаточном количестве света, то Redmi еще и в темноте гораздо лучше вытягивает по детализации и натуральности цветопередачи. При этом и фронталка, и ширик одинаковые, к ним особо вопросов нет. Ширик разве что слабый, но это база в недорогом ценовом сегменте. Но в остальном, если при выборе телефона камеры для вас в приоритете, то лучше смотреть в сторону Redmi Note 13 Pro. В целом же ничего нового про этот смарт не скажу. В нем стоит такой же процессор Helio G99 Ultra, о нем вы уже знаете. На выбор все те же конфигурации памяти 6 128 или 8 256 гигов. Ну и экран один в один, AMOLED 120 Гц Full HD+ разрешение. Но разве что здесь зарядный блок в комплекте идет на 67 Вт вместо 33, как у Poco. За счет него Note 13 Pro заряжается с 0 до 100% минут на 15 быстрее. А заряд держит также свободно один рабочий или учебный день при просмотре YouTube, переписках, звонках и играх под вечер. В экономном режиме может 1,5 дня продержаться. А вот телефон, который я считаю лучшим в категории до 30 тысяч рублей – Xiaomi Poco X6 Pro. Молодежный смарт с начинкой поинтереснее для учебы, тусовок, гейминга и студенческой жизни. С каким-то таким образом жизни он у меня ассоциируется. В целом, почему бы и нет. Тут стоит уже не старперский Helio G99, а вполне заряженный Dimensity 8300 Ultra на новой платформе с хорошей графикой и производительными ядрами. Некоторые игры тянет даже на высоких настройках графики. Без фанатизма, конечно, Genshin объективно не вывезет. Но всякие PUBG, Fortnite, колду, во что там еще сейчас играют, тянет уверенно. Где-то и 100-120 FPS добиться можно. А то что, такой экран и в 60 кадров гонять? Нет уж, тут и дисплей немного поинтереснее за счет 1,5К разрешения. Это 2712 на 1220 пикселей. Плюс к тому Flow AMOLED матрица. Вот здесь, кстати, заметно прослеживается это Flow, способность матрицы изгибаться, за счет чего экран получается с еще меньшими рамками. И выглядит солидно, и пользоваться приятно. Все-таки яркий, насыщенный, сочный. Не выделю особой похвалы камерам. Тут в принципе самый базовый набор из 3 объективов сзади, который не выделяется какой-то особенно качественной съемкой в темноте. Как, например, прошлый Note 13 Pro. Но здесь хотя бы уже есть возможность снимать в 4К 30 FPS. Так что видосики и фоточки детализирования будут на планшете или экране ноутбука. Ну и момент по автономности. Так как у Poco X6 Pro и Pro мощнее и экран проработаннее, то и заряд все это съедает чуть быстрее.
Поэтому тут автономность на час-два страдает, если напрямую сравнивать с живучестью Redmi. Пятая строчка рейтинга за Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Уверенный смартфон среднего класса на рутинную повседневную жизнь в ритме дом-работа, учеба, выходные. Сюда не стали втыкать какой-то излишний по производительности процессор и поставили Dimensity 7200 Ultra. Конечно, от этого телефон не теряет в плавности и скорости загрузки приложений. Он точно так же работает в браузере, мессенджере, тянет просмотр фильмов в 4К еще и со стереодинамиками. Разве что в играх будет заметна небольшая просадка по FPS, но свои 60 стабильных кадров выдает в большинстве тайтлов. При этом с экраном ничего выдумывать не стали. Оставили AMOLED-матрицу на 120 Гц, только не Flow, с тем же разрешением 1.5К, повышенной контрастностью и точной цветопередачей. Даже диагональ такая же. Из улучшенного в очередной раз скорость зарядки. Но тут действительно Xiaomi поднатужились и кинули в комплект блок питания аж на 120 Вт. Это от 0 до 100 за 25 минут. То есть Note 13 Pro Plus в любой момент, пока вы просто пьете кофе, может набрать заряд на целый рабочий день. Вот так сразу и не вспомню, какие еще есть варианты со 120-ваттным блоком из не слишком дорогого сегмента. А вот камерами особо не блеснул. Да, основной сенсор у него с бешеным разрешением 200 мегапикселей, но толку от этого почти нет, так как снимает он не лучше, чем тот же Note 13 Pro. Особенно в вечернее время, в том числе на ширик. Но в целом, конечно, если вы не собираетесь выжимать из телефона снимки профессионального уровня, то этих камер хватит и чтобы селфи сделать, и чтобы природу запечатлеть, и опубликовать потом без всякой обработки. На четвертом месте рейтинга Xiaomi 13T. Смартфон с амбициями и задатками настоящего флагмана, но по цене чуть выше среднего сегмента. Начнем с камер. Тут Xiaomi замахнулись на высокий уровень, подключив к разработке объективов немецких гуру из Leica. Эти мастера делают камеры уже больше века, так что явно что-то в них понимают. Основная камера на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией делает четкие кадры в 4К даже ночью. Телевик на те же 50 мегапикселей днем неплох, но вот вечером уже начинает страдать. Детализация падает, шумов больше, чем хотелось бы. Ширик на 12 мегапикселей тоже дает простор для творчества, хоть и с небольшими искажениями объектов по краям. А макро все же остается в категории «ну так себе», лучше, чем у прошлых участников, но до топового уровня ему далековато. Под капотом прячется Dimensity 8200 Ultra, который для своих задач даже слегка избыточен по мощности. Тянет игры в 60 FPS на максималках, шустро фотографирует и моментально загружает приложение. Но в повседневных процессах ему все-таки скучновато. Можно сказать, этот процессор с запасом для будущих свершений, когда захочется освоить что-то посложнее, чем залипание в ТикТоке или листание мемов с котиками. Экран остался практически неизменным. Это все тот же 6,7-дюймовый AMOLED с разрешением 1.5К и даже 144 Гц. Но маркетинг явно постарался, во всех играх и приложениях показывает максимум 120 кадров. Так что чего-то сверхплавного не ожидайте. И о зарядке. В комплекте блок на 67 Вт. Да, не 120, которые ожидаешь после Note 13 Pro Plus. Но за 40-50 минут смартфон все равно заряжается с 0 до 100. Так что можно закрыть глаза на небольшой даунгрейд. А вот Xiaomi Poco F6 Pro. Это что-то больше для активного образа жизни. Чувствую, у меня начинает появляться какая-то предвзятость к Poco как бренду для среднестатистического работящего пользователя, но не суть. В целом, такой же смарт предфлагманского уровня с хорошим железом, камерами, быстрой зарядкой и классным экраном. Но относительно прошлого 13T тут мне все-таки больше нравится дизайн. Металлическая рамка, скругленные боковины, стекло на задней панели с градиентным узорным рисунком. В общем, явно отличается от среднего класса за 30 тысяч рублей. Да, для работы над камерами тут не привлекали каких-то особенных инженеров, поэтому прошлый 13T камерафон намного больше, чем этот F6 Pro. Но тем не менее скажу, что небольшую разницу в качестве снимков можно увидеть только при прямом сравнении. Может, какая-нибудь мелочь в цветопередаче, чуть точнее детализация, лучшая обработка теней. Из значительного нет фотомодуля и совсем беспонтовый ширик. Но из плюсов съемка не только в 4К 60 кадров, но даже в 8К 24 FPS для каких-то особенных снимков, например, в путешествии. Это же касается и процессора. Тут стоит серьезный Дракон 8 второго поколения. Для игр самое то. А вместе с 12 гигами оперативы так вообще хорошо получается тянуть большинство тайтлов даже в 120 FPS.
Экран же попытались выделить за счет разрешения 3200 на 1440 пикселей. Не скажу, что в этом есть какой-то особый смысл, так как для экономии зарядки можно включить Full HD+, и также наслаждаться. Но в целом при желании можно активировать режим повышенного разрешения и, например, рассматривать фотографии в 8К. Последние два места я оставил флагманом 14 серии. И Xiaomi 14 на втором месте. Ценник у него вообще не шуточный, есть вариант и iPhone свежий взять, так что по праву можно требовать соответствующих или хотя бы приближенных параметров и возможностей. Все начинается с камер. Xiaomi ведь на это делает основную ставку. Тут, сказать вкратце, они явно не промахнулись. Тройной модуль по 50 мегапикселей, разработанный в сотрудничестве с уже знакомыми Leica, снимает в 8К. В сравнении с известными конкурентами, у Xiaomi 14 фотографии также выходят с четкой детализацией, широким динамическим диапазоном и натуральной цветопередачей. Конечно, в мелочах отличия можно найти. Какой-нибудь условный iPhone где-то кадры делает чуть теплее, условный Samsung вытягивает широким динамическим диапазоном, а Pixel где-то лучше работает с тенями. Но это уже тонкости алгоритмов. Нам главное, чтобы процессор справлялся. Для этого тут стоит вполне уверенный Snapdragon 8 третьего поколения. Да, он греется, да, может чуть-чуть тротлить, но при этом легко справляется с тяжелыми играми и 8К видеосъемкой. Про повседневные задачи и говорить нечего, все летает. Из приятного в Xiaomi 14 его компактность. Экран всего 6,3 дюйма, и после всех этих гигантских лопат он хотя бы немного возвращает во времена 5-дюймовых крошек. В целом Xiaomi 14 кажется крепким, как броневик. Качественное стекло и металл придают ему солидный вид и ощущение надежности. Но за компактность пришлось заплатить емкостью батареи, всего 4600 мАч. Хотя и тут Xiaomi нашел чем похвастаться. Батарея больше, чем у Samsung и iPhone, а комплектный блок питания на 90 Вт заряжает смартфон всего за полчаса. Ну и на первом месте стоит Xiaomi 14 Ultra. Тот самый смартфон, который набрал максимальную скорость по всем фронтам среди всех Xiaomi. Конечно, за такой спортивный болид придется заплатить, а ценник тут не для слабонервных. Но он все равно стал хотя бы немного приземленнее спустя несколько месяцев после выпуска. Начнем опять же с камер. Он мне тоже больше камерафон напоминает. Здесь Xiaomi 14 Ultra держится на уровне лучших. Иногда даже превосходит конкурентов. Например, в записи звука. Более того, бывает даже не верится, что фото сделано на телефон, а не на профессиональную камеру, будь то днем, ночью или в сумерках. Основной отлично справляется с шумами, сохраняя естественные цвета и четкость. Оптическая стабилизация помогает избежать смазанных кадров, так что даже при слабом освещении снимки получаются достойными. У фоток с ширика качество изображения не падает без причины, как это бывает у более бюджетных смартфонов. Телевик обеспечивает 5-кратный оптический зум, который позволяет делать снимки с большого расстояния почти без потери деталей. Разве что вечером теряется слегка. А фронталка делает высокодетализированные снимки с естественными цветами и отличной резкостью благодаря функциям постобработки. Про производительность из новенького сказать нечего. Snapdragon 8 третьего поколения. Тут все понятно. Игры, тяжелые программы и жесткая нагрузка. Все сюда. Экран – та же песня, 6,7 дюйма, AMOLED с частотой обновления 120 Гц и немного улучшенным разрешением 3200 на 1440 пикселей. Цвета яркие, насыщенные, с поддержкой HDR и пиковой яркостью до 3000 нит. Что сказать, смотришь и глазам приятно. А вот что особенно радует, это автономность. В обычном режиме смартфон легко проживет целый день, а у кого-то и полтора. Если нужно подзарядиться, достаточно 30 минут, и батарея снова полна сил. 90 Вт дают о себе знать. Так что в сухом остатке получается действительно очень жирный флагман от Xiaomi, кроме которого просто нет кандидатов на первую позицию в рейтинге. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.